Здравствуйте, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами откроем новый раздел. Это рыболовный плывун. Значит, рыболовные плывуны, они бывают трех видов. Первый – это поверхностный рыболовный плывун. Второй – это донный рыболовный плывун. И третий момент – это протяжной рыболовный плывун. Поверхностный рыболовный плывун, он протягивается по поверхности воды. Донный рыболовный плывун, он протягивается по дну. А протяжной рыболовный плывун, он протягивается по дну на каком-то расстоянии. Там, на расстоянии полметра от дна, или там метр, или 80 сантиметров, кому как необходимо. Рыболовные плывуны бывают разные по длине. Разные по длине, разные конфигурации. Они бывают одностенные, бывают двухстенные, бывают трехстенные. Разновидность их разнообразная. Они также бывают разные в зависимости от реки, разные по высоте. Абсолютно разные по высоте. По рыболовным плывунам, скажем так, я не смогу вам дать какую-то информацию именно по шнурам. Какие шнуры применяются, какое-то среднее значение я вам дать не смогу. Так как разнообразие рек очень большое, в каждой реке есть свое течение, в каждой реке есть встречные вихревые потоки, есть попутные вихревые потоки, и вам дать какое-то среднее значение я не смогу по этому виду сети. Этот вид сетей считается уже профессиональной сетью, и здесь ошибки не может быть. Так как есть такие сети плавуны, да, они достигают довольно-таки больших там, денежных средств, да, достигают там, на сегодняшний день бывает и под 100 тысяч рублей, да, и здесь должны они уже быть сделаны правильные, качественные и ловить рыбу, скажем так, ошибки не должно быть. Значит, плавуны используются в разнообразных местах нашей России, скажем так. Разные реки, разные протоки, и разные течения, разные конфигурации и все такое прочее. Здесь я вам просто покажу некоторые ролики, скажем, да, непосредственно, ну, какие они бывают, да, как их изготовить, скажем так, да, ну, какие-то наглядные вещи. Именно комментарии здесь их, наверное, не будет, потому что я не смогу каждому там, да, сидеть изучать карты его местности, да, рассказывать, что ему поставить или какой лучше там плывун применить в его местности, да, скажем, ну, у меня нет столько времени, да, уделить каждому этот момент. Скажем, такая небольшая ремарочка, да, чтобы вам понять самим, да, что это такое. Ну, это кто пользуется у вас в вашем районе, да, ну, вы можете подсмотреть, чем же он пользуется и что это такое, да, и как это хотя бы приблизительно выглядит. Ну, вот, основываясь этим, вы можете что-то себе там подготовить или сделать. Сегодня с вами мы будем делать рыболовный плывун, донный рыболовный плывун. Донный рыболовный плывун, который будет применяться в Архангельской области, река Мезень, Мезеньского района. Донный рыболовный плывун будет использоваться, будет он длиной 150 метров, будет использоваться, он будет двухстенный, с разностью ячей. Одна ячея 90 миллиметров, другая ячея 50 миллиметров.
Всего будет использовано 6 полотен. 6 полотен скрученной лески. 6 полотен скрученной лески. Вверх будет использоваться шнур, белый шнур 6 миллиметров. Белый шнур 6 миллиметров. Это будет верх рыболовной сети. Идти поплавок 35 грамм на метр. Нитка сращивания сети полотен 0,8 миллиметров. Садовая нитка 1,2 миллиметра. И грузовой шнур будет идти по низу. По низу будет идти 77 грамм на метр. 77 грамм на метр. Почему 77 грамм на метр? Ну, потому что в этом районе, в этом промежутке реки непосредственно такое течение, и идут вихревые потоки, да, нижнего течения такие вихревые потоки идут, то есть использование, скажем, тока этого шнура туда идет. 77 грамм на метр. Донный плывун будет, значит, двухстенный, как я уже и говорил, ячья 50 и ячья 90 миллиметров. Полотна здесь, полотна высотой 6 метров. 6 метров по высоте. Ячья 90 будет срезана до 4 метров в жгуте. Ячья 90 миллиметров будет срезана до 4 метров в жгуте. Кто-то скажет, что я вас обманываю. Нет, я при вас срежу полотно. 2 полотна я уже срезал и срастил. Также с 50 ячею я 2 полотна тоже срастил. И вот остались просто по одному полотну 50 миллиметров и 90. Да? Кто-то, может, скажет, для какой цели он это делает. Да? Можно поставить полотно 3-метровое по высоте. Да, но здесь, скажем так, 3 метра мне нет необходимости. Кому необходимо 3 метра, пускай ставят 3 метра. Для этой сети необходимо 4 метра в жгуте. Почему, как и говорил я уже, использование 77 грамм на метр, да? Здесь в этом районе такое течение. Белый шнур, верхний белый шнур. Почему? На рыболовных плавунах, как правило, ставятся другим цветом или верх, или низ этой сети, разновидности этих сетей. Когда рыболовы работают, скажем, в утренний рассвет времени, да, или в сумерках уже, или вообще ночью в темный период времени, и по техническим причинам, к примеру, захлестнулись шнуры вверх с низом, им удобно их разобрать. То есть удобно, видно хорошо, что это верхний шнур, а это нижний шнур. Да? Если они захлестнулись, хорошо, удобно это все разобрать даже в темноте. Для этих целей и используется, да, скажем, используется разность верха и низа для удобства человека. Значит, как всегда, изначально мы садимся и просчитываем непосредственно нашу будущую сеть. Нашу будущую сеть. Значит, это плывун рыболовный. Плывун рыболовный. Донный. Донный плывун. Вверх, донный плывун и 2 стены. 2 стены. 2 стены. Вверх, низ. Низ будет набор идти ячея 90, ячея 90,
будет идти 2 ячеи. Ячея 50 будет идти 3,5 ячеи. Расстояние, это расстояние будет 19 сантиметров. Вверх сети будет точно такой же набор. Ячея 90, 2, ячея 50, 3,5. Расстояние садовое будет 18 сантиметров. Поплавок. 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 Значит, будет идти 18 сантиметров. 18 будет идти 5 промежутков. 5 промежутков. Поплавок будет устанавливаться в 6-й промежуток. 5 промежутков, поплавок в 6-й пойдет. То есть 5 промежутков составляет 90 сантиметров. 90 сантиметров. И от центра поплавков 18, это 1,8 м. То есть 1 метр 8 сантиметров. 1 метр 8 сантиметров. Прекрасные значения для донного плавуна. Прекрасные значения. Значит, берем первое сетеполотно 90 миллиметров. Да. Открываем его. То есть 2 я уже подготовил. Это 3-е сетеполотно. 2 я уже подготовил. Открываем. То есть здесь непосредственно любое сетеполотно, оно, скажем, связано, да. Связано, упаковано. Срезаем. Как я вам и говорил, на любом сетеполотне, то есть оно закреплено, ячи набраны сверху и снизу. Они уже набраны на веревке. Находим на нем непосредственно эти два, вот они, веревочки, что на одном, что на втором. Да. Открываю я любой, и мне необходимо отрезать 2 метра. Буду я считать по рядам. 21 ряд, 22 ряд я буду резать. Ну вот, я отсчитал 21 ряд, и 22 ряд я буду просто резать. Посередине ячеи 22 ряд. Скрученная леска. Скрутка здесь идет 0,2 в 4. В тех и в тех полотнах 0,2 в 4. Что на 90, что на 50. Резать, как я вас уже учил, торопиться не надо, да, потому что, скажем, здесь ошибки не должно быть,
Некоторые рыболовные плавуны, да, доходят стоимостью порядка до 100 тысяч рублей. Ошибка не только в резании сетеполотен, но и ошибка в его изготовлении, неправильном подборе. Тоже, скажем, чреваты последствиями. По эффективности вылову рыбы. Ну вот мы его обрезали, это полотно. Кусок, который 2 метра, мы уберем в пакет. Пакет 4-метровый мы будем сшивать. Как мы уже и проходили ранее уроки, да, я нашел вот петлю, которую мне необходимо, уже на которых 2 срощенные у меня непосредственно сетеполотна. Да, сюда я буду крепить 3-е сетеполотно. Та петля, тут хвостик, который мы изучали. Я креплюсь на нем, делаю узел. Теперь беру то полотно, которое мы с вами только что обрезали, да, и буду там непосредственно находить с одного или с другого края ячею, которую нам будет необходимо уже пристегнуть здесь. Пристегнуть сюда к этим 2 сетеполотнам. Так как один мы срезали, у нас осталась всего лишь 1 веревочка с вами. Осталась 1 веревочка. Оденем. И посмотрим, с какой стороны у нас с вами что находится. Вот, беру один край, разбираю. Она немножко подкручивается, эта леска, скрученная здесь. Ну, ничего страшного в этом нет. Да, нашел край, взял первый край, и в принципе мы угадали. Как я вам и говорил, 1 петля у меня уже одета, вы видели, да, одеваю я 2-ю петлю. 2-ю петлю одел. Здесь накидываю нитку для захвата, да, и начинаю делать узел. Сращивать сетеполотна. Да. И так и пошел. Да, можно, кому как удобно. Допустим, я вот сижу на одном месте, да, кому как удобно. Можно сидеть на одном месте, это делать, сращивать сетеполотна. Ну, можно встать, кому удобнее стоять, там, пройтись. Ну, то есть пройтись, там, если у вас не позволяет, я вам из-за чего показываю, да, что как-то
небольшое пространство, не на небольшом пространстве, да, не занимая много места, да, делаются сети. То есть не обязательно здесь там вставать, ходить, да, к примеру, сетеполотна, они сейчас, там, скажем, 90, они 4 метра в жгуте, да, скажем, может, не позволяет у вас место 4 метра. То, как я вам и показывал, говорил, да, это просто, когда вы сшиваете, да, перевесится на этот крючок. Ящик, по которому вы готовы, взять вот так вот, да, подвесить на крючок, да, и продолжать уже сшивать, то есть это сетеполотно. То есть мы сшиваем сетеполотно. Я просто еще раз на этом моменте, да, там, скажем, по сшиванию и нахождению на одном месте. Просто еще внимание на этом моменте, что по сшиванию и нахождению на одном месте, то есть нет необходимости куда-то отходить, куда-то ходить, просто на одном месте делать какие-то работы. Довольно большие и сложные, скажем так. И так сшивается, передвигаете это на крючок и сшиваете. Я говорю, ну а кому удобно, здесь позволяет место, ну можно встать и стоя сшить эти сетеполотна. Сейчас будем подходить к завершению, я вам там еще раз покажу завершение сшивания сетеполотен. Тут ячея большая, как раз хорошо будет видно, удобно, там вам покажу. Ну вот, мы подошли к завершению с вами, да. Вот уже последняя ячея с этого ряда, да. Захватываем то, что два усика у нас с вами. Ну, захватили. Вот ячея. И вот тоже вот резаное полотно. Второе резаное полотно. Здесь, где находится один усик. Делаем раз, делаем два, верхнюю петлю, петли выравниваем вот так на руках, да, выравниваем на пальцах, ячеи, делаем здесь узел, раз, два, и еще, чтобы здесь было понадежней, мы в следующую ячею, также в следующую ячею, раз, два, закрепляемся. Два. Закрепились. Сейчас опущусь камеру вниз, покажу вам, что здесь висят на одном крючке, скажем, непосредственно висит 3 сетеполотна. 3 сетеполотна, которые я срастил. Их так хорошо видно. То есть 3 сетеполотна. Вот раз полотно, да, раз полотно на веревочках, 2 полотна, и вот 3 полотна. 3 вместе полотна, они срощены между собой. Вот один стык, вот второй стык. Теперь точно так же сращиваем, то есть вот у меня тут опять же раз веревочки, 2 веревочки, срощены уже 2 сетеполотна на 50. Да, точно так же, просто они уже одеты у меня на второй крючок. Мы ищем или с одного края, или со второго края, с которой ячеи мы начнем сюда уже сращивать 3 сетеполотно. С этой стороны целая ячея, может быть с двух сторон целые ячеи, то будем в том сетеполотне искать необходимую для нас ячею. С этого края смотрим, что находится с этого края. Нет, с этого края находится та ячея, которая также нам необходима.
также нам необходимо. Да, все то же самое. Подвешиваю ячею. Креплюсь. Беру следующее сетеполотно. Да, беру следующее сетеполотно. И ищу там необходимую ячью, с которой мы будем работать. Да, вот я уже его открыл. Срезаем и также, или с одного края, здесь, допустим, тот край был у нас обрезан на 90, да, и осталась одна веревочка. Здесь, скажем, да, вот они находятся два вместе петли, где собраны, два края сетеполотна. Да. Веревочки я сращиваю, допустим, здесь целые по 6-метровые. Беру один край, да, разбираю. Веревочки я даже не срезаю. Веревочки не срезаю. Будем смотреть, что здесь есть. Если здесь нету необходимой с этого края для нас петли, то, значит, открываем тот. Откроем тот край. Посмотрим, что по тому краю. Ну, вот здесь я вижу, что да, тут такая же резаная петля. Смотрим с этой стороны, какая здесь находится петля. Да, вот с этого края петля, которая нам необходима, целая петля. Ну и все те же самые действия, просто здесь ячейность другая. Одеваю эту петлю, накидываю, да, делаю узел и начинаю сращивать сетеполотно. Значит, здесь какой момент? То есть все равно два края здесь непосредственно они связаны на веревках. Веревки я не обрезаю. Веревки не обрезаю. То есть одну я вот при вас одел веревочку, а вторую веревочку просто, чтобы для удобства было мне, скажем, работать и сращивать. Для удобства, чтобы было работать и сращивать. Там просто ее развязываю, чтобы петли можно было добираться там к последним петлям. Да, то есть вот находится у меня второй здесь. Я его просто разматываю. Ну, потому что оно смотано, да, чтобы можно было добраться к петлям и срастить. Это я так и оставляю на этих веревочках. Ну вот, когда мы уже срастили с вами 3 полотна, скажем, на 50, да, на 50, ну вот тут завяжем узелок всех их 3, да, скажем, чтобы эти нитки были поменьше. Пока обрезать мы их не будем. Просто укоротим веревку. Укоротили. Да, выровняли их вот так вот. Выровняли. Все выровняли. Теперь берем те же самые, что я делаю, которые было, эти полотна собраны были, да. Ну, я просто, чтобы не тратить лишнюю веревку, их сращиваю, добавляю. Добавляю более длинную веревку. Те штуки, которые были обвязаны сетеполотна. Вот. Наращиваю. Просто наращиваю, чтобы не тратить веревку. Зачем ее тратить, когда уже есть готовая, скажем, да, которую мы обрезали. Все идет в использование. Вот я связал. И теперь, скажем, эти сетеполотна, да, вот сделаю веревочку, такой жгут. И сетеполотна, которые
Вот, висят, да. Где-то ориентировочно беру там сантиметров 80, да, можно метр. Вот отступил я 80 сантиметров. Отступил 80 сантиметров. И здесь вокруг этих сетеполотен это обвязываю. Завязываю все это. Стягиваю. Стянул. Так как у нас здесь веревочки я не снимал, ни с одного края, ни со второго края, да, они закреплены, сетеполотна, с одной и с другой стороны на веревках. Вот я сделал вот такое крепление, да. Снимаю отсюда эти полотна, да, и вешаю на крючок вот этот пучок сетеполотен, да, и поправляю все это, собираю сюда в угол. Да, остальные подтягиваю и укладываю здесь в углу. Вот остальное я подтянул сюда в угол, все это сбросил, да, остался вот у меня 80 сантиметров здесь. Вот 3 сетеполотна закреплены тоже на веревках. И там также закреплены на веревках. С ячеей 90, так как один край, он срезанный у нас, да, а один находится на веревочках край, то здесь надо более выровнять сетеполотна, да, более выровнять. И там, где резанный, непосредственно резанный край, также закрепить эту веревку, да, но уже подвыровнять, немножко подвыровнять там. Ну вот, я также закрепил и подвесил 3 сетеполотна ячею 90, да. Она просто находится немножко в хаотичном состоянии, так как она вся резаная. 3 полотна они разрезаны и немножко в хаотичном состоянии. Да, ну вот одну петлю я как бы взял, подобрал и повесил ее наверх, чтобы не искать в этом пучке, скажем, первую ячею. Беру эти полотна, которые на 50 на 50. Ищу как бы крайнее полотно, любое крайнее полотно, да. И вот ищу непосредственно здесь крайнюю ячею. Самую крайнюю ячею на первом полотне. Вот я ее нашел. Ну, теперь я обрезаю. Можно обрезать все ниточки. Ну, я обрежу как бы одну ниточку здесь обрежу. Подрежу одну ниточку. Вот крайняя ячея здесь. Да, я ее также вот спокойно там повешал рядышком на крючок. Подвешиваю на крючок. Теперь, как всегда, значит, при изготовлении донного рыболовного плавуна резаную ячею будем ставить на низ этой рыболовной сети. На низ. Так как рыболовный плавун, соответственно, длиной 150 метров, то здесь непосредственно нижний мы возьмем 70 сантиметров. 70 сантиметров, потому что удобнее сеть эту будет собирать. Потому что она длинная и удобно будет собирать. Все точно так же. Отмерили, да, взяли челнок, да, и соединим здесь, сделаем первый узел. Сделаем первый узел, и сюда же мы придем, как обычно, как на любой жаберной сети, сюда же вниз и придем. Сделали узел. Теперь сети находятся на двух крючках, на одном и на втором крюке. Так же, как и в простой сети, мы берем одну ячею с этого стороны сети полотна. Здесь у нас 50-ка, да? Одну ячею 50-ки мы прихватим. И с этой стороны мы возьмем одну ячею на 90. Также сделаем прихват
чтобы проходила игличка, чтобы просто прошла игличка. Сделали мы захват. Теперь у нас набор с вами идет 50-ка 3,5 ячеи и 92 ячеи. Прихватываем 2 ячеи на 50, 1 ячею на 90, 2 ячеи на 50, 1 ячею на 90. Прихватили. Сделали наш размер 19 сантиметров. Оставляем пенек 2 сантиметра пенек. Делаем захват. Делаем узел. Уже профессиональный узел делаем. Делаем профессиональный узел. В уроках он показан. Да, там будут идти уже 3 ниточки. 3 ниточки будут идти вокруг шнура. Да, делаем профессиональный узел. Это профессиональная сеть. Теперь берем, также подцепляем здесь пол ячеи, которые уже одеты на саду. И еще одну ячею подцепляем. Подцепляем 90. Подцепляем 2 ячеи на 50. Подцепляем на 90. Также делаем пенек с вами 2 сантиметра и делаем профессиональный узел. Делаем профессиональный узел. Далее те же самые движения. 2 ячеи на 50, 90, 2 ячеи на 50, 90. Сделали узел. То есть у нас с вами на саду получилось здесь 3,5 ячеи на 50 и тут 3,5 ячеи на 50. Да. Продолжаем дальше делать. Нам необходимо, чтобы подхватывать ячею, нам необходимо с вами, чтобы заканчивалось на саду 50-кой. Заканчивалось на саду 50-кой. Прихватываем на 90, 2 ячеи на 50, 1 на 90, 2 на 50. Опять делаем с вами 2 сантиметра пенек и делаем профессиональный узел. Сделали профессиональный узел. Затянули 3 нитки вокруг шнура. Теперь у нас заканчивается, как всегда, должно заканчиваться, когда мы пол ячеи подхватываем, того сетеполотна, который необходимо подхватить. Одна на саду, одну берем. 90, 2 ячеи, 90. Наш размер, пенек 2 сантиметра. И делаем профессиональный узел. И так далее. И так далее. Таким образом, на 2 крюках мы с вами делаем рыболовный донный плывун. Остальное то же самое. Да, продеваем, когда заканчиваем. Отмеряем 70 сантиметров грузового шнура. 70 сантиметров грузового. Вверх делаем, поднимаем нитку, да, боковую. Ну, боковую просто там необходимо распределить количество ячей, потому что, скажем, натянете, и там уже вперемешку можно посчитать, сколько ячей на полотне, да, грамотно их разместить. Скажем, потому что этих ячей там 90 меньше, на 50 больше. И равномерно их подцепить. Ну, допустим, там 3,50, 1,90, 3,50, 1,90, да. 3,50, 1,90.
То есть надо посчитать сколько и уже распределить. И на одну нить боковую одевайте с одной стороны полотно и с другой стороны полотно. Также поднимемся вверх, и наверх уже пойдет непосредственно шнур с поплавком. Шнур с поплавком, да, концы просто оставим там по метру, чтобы было удобно работать. По метру. Верхние концы мы оставим. Все то же самое вы уже видели. То есть нет ничего уже другого. Когда будет уже сеть готова, я вам уже покажу, как она будет выглядеть. Ну вот, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Мы с вами опять очень быстро делаем сети, очень быстро делаем сплавные изделия. Сплавные изделия, они бывают, как я уже говорил, трех видов. Это поверхностные плавуны, поверхностные, донные плавуны. И также бывают плавуны протяжные. Протяжные плавуны. Садовое значение их бывает трех видов. Первое. Это сад применяется сетной сад. Второе. Применяется равный сад. Третье. Применяется неводной сад. Что это такое? Сетной сад — это когда верх меньше, чем низ. Равный сад — это когда, понятно, равный верх и равный низ. Неводной сад — это когда непосредственно верх идет уже больше, чем низ. Ну вот, как бы плавун уже готов, да. Мы попросим хозяина этого плавуна, я уже с ним разговаривал, да. Он снимет видео, как именно этой сетью он рыбачит. И пришлет это видео. Я его потом вам его выложу. Но это будет осенью. Это будет осенью. Все. Спасибо за внимание. Удачного дня и хорошего настроения.